Развлечения начались. Какой здесь классный паркинг. Как говорится, видишь толпу, идешь за ней. Сон 15, адреналинчик. Ну, такой детский, легкий. Я за ощущения, а не за то, чтобы все снимать подряд. Ты меня что-то брызнуло. Детская радость. Hoya Bleskus Airlines arrived to Universal Studios Hollywood. Ну что, пошли со мной гулять по Universal Studio Голливуд. I guess that wasn't enough for these guys. What's up, guys? How you doing? Огромная территория Universal, в общем. Мы взяли экспресс-билеты, потому что очередь стоит по часу. В каждом объекте в домике есть какие-то развлечения, развлекуха. Но я что, ребенок, чтобы развлекаться, бегать тут, радоваться? Конечно, нет. Динозавры. Ну что, мы пришли в гости к Гарри Поттеру. Заглянем в Хогвартс на минутку. Ну что, развлечения начались. Keep up, Ron. We're on our way. We'll meet you outside. Has anyone yet? Not this week, anyway. You were brilliant. You've shown great bravery. Feel free to return to Hogwarts anytime. Now, tuck your elbow in. Чтобы вы понимали, это все выглядело вот так вот. Крутило, вертело. Ну, найс. Почувствовал себя малек ребенком. Ярые фанаты могут купить разные палочки. Как говорится, абракадабра, абрахунана. Разные. Территория тут реально огромная. И если не хочешь стоять в очереди, то лучше покупать экспресс, этот вот пас-тикет. Потому что иначе будет стоять очередь. Даже сейчас на этот Хогвартс, на этих 2 аттракциона мы буквально за минут 15 прошли. Короче, лучше покупать этот пас, чтобы везде успеть, потому что народу много. Очень много людей, а успеть везде хочется глянуть. Ну, карусельки, ладно. Так себе в карусельке, но прикольно. Еще одна интересная штука, это в том, что карты самого всей студии парка, ее нет. В общем, надо скачать аппликацию, в которой там прям есть карты, там же ты можешь тоже экспресс-билеты купить. Ну, в общем, интересно, необычно, абсолютно обычный парк. Вот так проходится линия очередей, когда покупаешь VIP-билет. И идешь по такой дорожке на другой очередной аттракцион. В каждой зоне аттракциона, когда выходишь, у них стоят магазинчики. И здесь есть всякое, ну, типа мерч. Какая кружка, 21 бакс. Кто большой фанат. Тут даже одежда есть разная. А, это бутылка. Это вот. Берешь динозавриком. Нормальный. Так, металлические эти. 16 баксов за кусок металла. И сотрудники вон стоят, спят почти. Смотри, какая фляга. Посмотри, 20 баксов для путешествий. О, я вижу то, что мне надо. Значит, панамка у нас за 22 бакса. Мне подходит? Напиши в комментариях, мне подходит эта панамка или нет. Конечно, подходит. Но просто и защита от солнца, и красиво, и дизайн, и фэшн, и какие details, понимаешь? Модно, сковородно. Хорошо, да, выгляжу? Если вы знаете, какой вам сделать костюм на Хэллоуин, то здесь есть варианты.
Ар. Подходит? Еще тот динозавр, да? Ну, как бы не на мою еблеску. Кто сказал, что он не ребенок, чтобы резвить с аттракционов? Я этого не говорил. Да, начнется карусель. А ну, детская радость. Что это такое? Значит, не разрешили с телефоном ехать по этим каруселькам, но я вам скажу так. Секунд 15, адреналинчик. Такой детский, легкий. То, что мы все любим. Вот, и такой, он там едет. Соломенная пташка. Но вид классный, кстати, на этот Хогвартс. В гостях у Симпсона, но опять за моей спиной это аттракцион, на который я уже не пойду. Хватит уже детских развлечений. Тут всего, тут мерч, чего здесь только нет. Какие-то игрушки, кафешки. Для детей реально классно, весело. Но я что-то ребенок. Буду я что-нибудь покупать? Не знаю. Всем hello! Нахожусь я на вершине горы Голливуд, в парке Universal Studios Голливуд в Лос-Анджелесе. Это один из самых известных тематических парков в мире, сочетаемых в себе развлечениями, аттракционами, живые шоу и реальной киностудии. Она расположена в районе Universal City на севере Лос-Анджелеса. Значит, какие особенности есть в этом парке? Это есть студийные туры, это визитная карточка парка. Даже вот вы можете видеть, посмотреть, что вот эти студии Stage находятся с правой стороны. Здесь снимаются кино, здесь снималось и Кинг-Конг, и все шоу, The Voice происходит, снимают. Что тут еще? И Дрэгона тут снимают, Мумию тут снимали. Да, в принципе, все, что Universal снимает, это все снималось тут. И в этом видео вы увидите, ну как в этом видео, в этом выпуске, я ехал тоже по экскурсии по студии, и там показывали все эти декоры, как они сами создают, то есть реально по факту. Все снимают тут, мы видим на картинке, на наших экранах абсолютно другое. Классно, не то слово. Хорошо. Это какой-то экскаршн будет интересный. И мы опять прошли всю эту очередь. Значит, сейчас какая-то экскурсия по Universal. Не знаю, что это. Как говорится, видишь толпу, идешь за ней. Но посмотри, какая очередь. Огромная. И они все стоят, там написано, что ждать минут 40, по-моему, было, и 50 минут. А мы вот только спустились и сразу зашли. Ну, поехали смотреть. Мы, походу, пришли на экскурсию Кинг-Конга. Выдают такие 3D. Это похоже на 3D-очки. Посмотрим, чем нас обезьянка удивит. Universal Studio Tour. He's John, I'm Jonathan. 4 минуты поедем. We just celebrated the 60th anniversary of it last year. Left-hand side of the tram. That's all for the new Fast and Furious roller coaster. Our network, in order to film here, we have had Netflix rent out spaces in the past. We have also had some of our own television shows that we produce. We produce a television show, Universal Television, their third season. So basically, there's a lot of productions that can film here. If it's NBC Universal, Brownstone Street, all of these streets, they have been used to film Ted, our Peacock series. They have I was thrilled when Universal invited me back. even the street lamps. Take you away from your real life. Welcome to take photos and video. So folks, remain seated. Nice. We've now won 11 Academy Awards for Best Picture,
our latest that stars Pedro Pascal. He ends up on a beach, of course. Beer. Now it's very important that the script supervisor makes sure that all the props film all the time here in California. A little bit of a delay, but I think we got a problem out there in the middle of the harbor. Big raindrops, plenty of it, so it's nice and visible. Oh no, we might have left the water on for too long. We got a bunch of it headed right for the trip. And what picture car section would ever be complete at Universal without some... Now this next set you might be familiar with. Oh, and it looks like the one and only Norman Bates is. You know, he's probably trying to get ready for all 150 of us to check in all at once. You know, 12 rooms, 100. Hopefully if we stay quiet, maybe he'll go back inside. No, I think he spotted us now. And he's got one of those knives. John, let's get out of here. Norman, please. Not the fourth car, not again. Tom Cruise's neighborhood from the film. They purchased the plane from an airplane graveyard, took it apart piece by piece. They loaded each big piece onto a flat disc. Have your picture taken just like the kids in that old 90s movie Kids Share. Значит, какие-то популярные аттракционы есть в этом парке. Значит, это Гарри Поттер, Трансформер, ну, кстати, Трансформер сегодня был закрыт. Симпсоны, Мария, Jurassic World, живые шоу здесь, значит, тоже есть на воде. Например, Waterworld. Я начала как English. Значит, я сейчас нахожусь уже в другой зоне, во второй, где есть развлечения мумий, Jurassic World, Марио. Очень, к сожалению, то, что много куда на аттракционах, которые они развлекалки эти придумали здесь. Нельзя, короче, телефоны брать, потому что ты типа ушатает, либо ты там выронишь, там, короче, вода брызжет. В общем, Jurassic какой-то тоже аттракцион, да, тоже нам даже он просит кепки снять. В общем, снимать нельзя, но я за ощущения, а не за то, чтобы все снимать подряд. Поэтому сзади тоже люди стоят за мной. Не отходят аккуратненько. Это не проблема. Ну, так все выглядит. Там люди попрут. Короче, в воде будут всех купать. Вот такие вот машинки. Is some of Jurassic World's most powerful creatures. Multiple systems failing. In the meantime, please. Значит, проехался я на этом 30-секундном аттракционе. Там видео, кстати, Малек что-то заснял. Но это больше для детей. Не скажу, что я в восторге, так как какие-то спецэффекты были, какие-то динозавры вылезали. Детям весело. Ну и молодцы. Какой здесь классный паркинг. Франкенштейн паркинг называется. И каждый этаж обнумерован. И на каждом этаже Франкенштейн показывает свое обозначение. Для каждого этажа. Тут реально целый день проводят люди. Если честно, мне уже Малек надоело, потому что везде ходить, где хочется глянуть. Сейчас пойдем на... Так, Revenge of the Mummy. Муми. Пойдем опять с своими экспресс-билетами. Вот столько людей. Малек подбешивают, потому что слишком много тут. Что нет, в воскресенье сидели бы дома, нет, так приперлись они все. Так, 65 минут надо ждать. Ну ладно, посмотрим. А это вот какая очередь стоит на аттракцион. Если вы не покупаете экспресс-билет, поэтому лучше бы его покупать. Но и здесь очередь тоже. Люди где-то движ. Париж, но это не Париж.
В общем, на каждый свой этот спот огромная очередь и очень много людей. Очень много. Если они еще ждут на улице, стоят, еще внутри. И очереди бывает, там написано, что могут даже дожидаться где-то 60 минут, час даже, они по часу стоят, чтобы попасть на один аттракцион, который буквально пару минут или даже пару секунд некоторые длятся. Поэтому экспресс билет — это дело, то, что надо. Здесь, конечно, есть маленькая очередь. Кстати, это в первом споте, где мы ждем. Но я думаю, даже здесь это будет очень быстро. Значит, проехал с Юнаби 30 секунд в аттракционе. Кстати, неплохой, очень быстро, эффекты классные. Мумии где-то вылезали. Ничего, так норм. Хоть это хотя бы была скорость, было быстро. Хоть какой-то мини-экшен. А так, там инсталляций много. Руки сверху падали, там фараоны, жуки. То есть графика, ледовские какие-то декоры. Прикольно, прикольно. Но они очень все быстрые, поэтому вот эти очереди, да, они длинные, потому что много людей. Тут еще вот что есть, какая фишка. Если вы пришли со своими вещами, то вы можете их оставить в таких storage-боксах. Вот такой вот storage-бокс, в котором ты сканируешь свой билет. Да, я вечно теряю этот билет. Находите билет, который я, как всегда, не могу найти. Который я не помню. Тумач людей. Вот и такие боксы. Удобно билет купить, открыл, закрыл. Я положил туда святую волю. Что же к мумиям ходили. Все, сейчас на Марио. Why are you shaking your head no? She said yes. You should listen to her. She is wise, even though she wears pink. But she is wise. Я себя чувствую ребенком. О, Марио туннель. Марио планета, где просто всего. Это прям такой маленький городок сделанный. Можно видеть. Тут опять огромная очередь. Все недовольны. Значит, мы опять проходим без очереди. За мной офигительно огромная очередь. Идем на какой-то Супер Марио аттракцион. Жалко, что особо снимать нельзя, когда идете с аттракциона. А так, по факту, они как есть, так и есть. Мне, конечно, дизайн всякие, эти штуки, декорации, они сделаны очень интересно, классно, необычно. Это прям городок Марио, он прям как городище такое. Вот здесь все можно видеть. Разный декор. И вот сейчас мы стоим опять в очереди. Но она будет очень быстро. Вот такая очередь. Это помимо того, что еще на улице стоят. Вот это все мы до сих пор идем, а это все вот очередь стоит. Огроменная, просто огроменная. Еще здесь продолжается. Марио! Чего только не придумывают. Вот динозавр ходит. О, Супер Марио уже не то. Он гораздо лучше. Это сколько снимаю. Напомните мне, кто такой тут был Эл? Кто это тоже был? Но я не помню. В комментариях напиши. А я пока решаюсь, какую мне кепочку взять для прогулки в Голливуде. Короче, лайфхак для всех. Если проехал Universal Studio, то перемещайся только на экскаваторах. На лифте не надо, потому что экскаватор будет гораздо быстрее. Я уже проехал 4 уровня. Значит, смотрите, сейчас очень популярно становится во всех аэропортах, во всех торговых центрах, но в многих уличных местах огромных
места пополнения воды. То есть многие бутылки не выбрасывают, а просто пополняют воду. Я решил впервые в жизни, думаю, ладно, что воду допил, которую купили опять-таки здесь. Думаю, залью, попробую. Значит, я заливаю эту воду, начинаю пить. Она просто хлоркой отдает. Она даже, у нее запах хлорки. У нее реально запах хлорки. Она просто отфильтрована с хлоркой. Как ее можно пить, я вообще не знаю. Поэтому я никогда не пользуюсь этими местами, где типа refill your типа water. Нет. Лучше магазинную купить, чем купить вот эту вот хлорку. Minion Land. So we can all get stuck. Please stay in your. Who's ready for their minionization today? You are all here because you want to work for me. I usually take this time to interview new recruits one at a time. Uh-oh, we have a problem. Everyone to Crew's left, come on in, go on in there, go. Это просто трясет туда-сюда. По поводу еды в магазинах. Еды полно, магазинов полно. Значит, фастфуды, всякие напитки, все есть. Голодным не останешься, как говорится, да? Магазины также есть популярных франшизы, как Гарри Поттер, Миньонов, Jurassic Park. Просто очень много всяких креативных даже... Ну, тут почти не проходит, но есть креативные всякие эти шапки, эти палки Гарри Поттера. Все столько здесь только не придумывают. В парке очень удивительно, так это есть сезонные события. Это как Halloween Horror Night. Это парк превращается в территорию страха с домами, с привидениями и живыми актерами-монстрами. А еще Гринчмас. Это зимой. Конечно же, это рождественская атмосфера в стиле Гринча. Мои полезные советы будут. Это билеты. Покупать можно их как обычные, так и экспресс. Но я советую экспресс-билеты покупать. В приложении есть официальная тоже аппликация, где вы можете посмотреть и карту, как я уже ранее сказал. Или не ранее сказал, в общем. В аппликации есть мапы, в аппликации тоже можно купить билеты. И парковка. Тут есть несколько парковочных мест. Можно приобретать билет с парковкой, но можно также приобретать парковку, приезжать только сюда. Вот, и значит, по ценам, по парковке сразу скажу. Если хочешь ближе подъехать в парк, чтобы далеко не идти, будет стоить 56 баксов. Если километр, да, нам сказали километр, до парка пройти по паркингу, то 35 баксов. Там очень много уровней, тоже всем хватит места.